Слава Украине! Привет всем от Полонского. Китайский лидер Си Цзиньпинь вернулся в Пекин после поездки на победобесие в Москву. Очень многих, кстати, напрягли слова Си Цзиньпиня о том, что нужно устранить, мол, для окончания войны нужно устранить те условия, которые мешали, которые привели к началу этой войны и так далее. То есть вот этот московский нарратив. Но, ребята, смысл поездки китайского лидера на Москву был совсем не в этом. Конечно же, абсолютно не в этом. И он туда приехал как хозяин, поймите правильно. Он туда приехал, чтобы показать, что вот его новые холопы, вот он ими руководит, вот он тут решает все вопросы, а вся публика, включая Путина, который там скакал вокруг него, это просто-напросто статисты, которые выполняют его волю, когда это будет нужно. Вот и все. Тем паче, что это на сегодняшний день китайцам необходимо для того, чтобы показать Вашингтону, что вот за ними сила, за ними в том числе и Россия, то есть источник, скажем так, дешевых полезных ископаемых. Больше ни на что Россия, понятное дело, не годится. Она отстала от Китая абсолютно во всех отношениях. Но вот как источник полезных ископаемых, да. Вот. И тут надо было это продемонстрировать Вашингтону, который делает подчас очень глупые ошибки, когда, знаете, устраивает чехарду с тарифами в отношении Китая. Если вы уж делаете, если вы хотите вводить тарифы в отношении Китая, то это делается на трезвую голову, после очень глубоких расчетов, а не с бухты-барахты, как вы влипашили этим так от балды, а потом отменяете, а потом усиливаете, а потом ослабеваете. Это все ерунда. Китайцы видят, китайцы это все... Вы еще не успели вывести эти санкции, эти тарифы, а китайцы уже знают, что вы шлеперы, что вы это делаете, знаете, как то левой пяткой на бекрень. То есть ничего не просчитано, все глупо. И поэтому, конечно, китайцы просто это даже не нам, это они американцам показывали, что они решают вопросы, а значит Америка здесь чужая на этом празднике жизни. То есть Китай показал Соединенным Штатам Америки, что у него есть куча сателлитов, которые будут выполнять все, что он скажет. Вот, собственно, включая Путина, конечно же, да. Вот. И будут, собственно говоря, по полной программе его слушать. Интересно, что в связи с выступлением китайцев во время посещения Москвы Тайвань сделал. Тайвань, кстати, называется Китайская Республика, чтобы вы знали, это официальное название. Китай – это Китайская Народная Республика, а Тайвань – это Китайская Республика. И что интересно, тайваньцы возмутились тем, как Китай и Россия позиционировали себя как победителей во Второй мировой войне. И совершенно справедливо они заметили, что во Второй мировой войне победила именно Китайская Республика, потому что именно она воевала и несла на себе основную тяжесть войны с Японией. Да, отложив войну, внутреннюю китайскую войну с войсками Мао Цзэдуна, с красными. Вот так вот, да. И тайваньцы, да, провели такой, знаете, дипломатический ликбез рашистам и китайцам. Они все китайцы, и тайваньцы это китайцы, и китайцы это китайцы. Но вот они провели такой дипломатический ликбез, что вас тут не стояло во время Второй мировой войны. Кстати, напомню, что Россия во время Второй мировой войны тоже не стояла. Ее тупо не было. Да, это такой момент. Ну и еще о манере ведения переговоров с Соединенными Штатами Америки. Ну, блин, так нельзя. США выйдут из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса. Я честно, даже я не понял. То есть вы ведете переговоры с потенциально ядерной страной, при этом показав, что от ядерного оружия ни в коем случае отказываться нельзя, потому что посмотрите на Украину, что произошло. А потом говорите этой потенциально ядерной стране, ну, так если вот вы будете все-таки делать атомную бомбу, то мы откажемся от переговоров. Честно, мне иногда слов не хватает на то, что они... Я не понимаю такой политики. Они откажутся от переговоров. И что дальше будет?
Вы же заканчиваете, что если вы, например, выходите, если вы, например, отказываетесь от идеи, чтобы безъядерное государство, значит, с вами будет то-то, то-то и то-то. В общих чертах, по крайней мере. А не то, что мы выйдем из переговоров. Это как получается? То есть, это как, знаете, вот два пацана в песочнице за машинку дрались. Вот если ты мне не дашь поиграться с этой машинкой, значит, я тогда встану, брошу машинку и уйду в другую песочницу. Это выглядит именно так. Блин, я не знаю. Если вот это искусство дипломатии, искусство ведения переговоров и так далее, ребята, нет слов. Дальше. Германия заявила, что она засекречивает с сегодняшнего дня поставки оружия в Украину. В чем дело? Дело в том, что, смотрите, у немцев, понятно, у них гласность, как говорил Михаил Сергеевич, гласность это уже при Горбачеве было, да. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, и демократия, и все должно быть прозрачно. Окей, да, это понятно. Поэтому они всегда на сайте Министерства обороны Федеративной Республики Германия публиковали в точности, сколько они чего передали Украине. С чем, конечно, несказанно радовали вот этих вот московских главарей, которые, понятно, передали столько-то, столько-то. Угу. Окей, делаем выводы. Вот, того-то, того-то. Это у Украины есть, это нету. Понятно. Вот, сейчас немцы это все секретят. Почему? Во-первых, новый канцлер, и он более решительно настроен по отношению к Кремлю, и будет передаваться больше оружия, и русским совершенно не обязательно знать, что там передается, тем паче, что вполне возможно, что передадут и Таурусы, о чем тот же самый Мерц очень много говорил. Дальше, оружия будет больше. Возможно, будет и американское оружие, потому что, видите, Штаты, они как бы вроде и готовы, но все-таки основной тягар они перекладывают на Германию помощи Украине. Соответственно, немцы начнут секретить свою помощь. Кстати, как делают те же самые финны, например. Шведы меньше секретят. А от финнов вообще ничего не добьешься. Они очень много передают всего. Но ни слова. И это, по-моему, правильное решение, потому что, скажем так, с тем, чтобы они... не нужно расистам знать того, что им знать, в общем-то, не нужно. И сегодня будет озвучен план 30-дневного прекращения огня, а также последствия, если этот план расистами принят не будет. И вот, естественно, кто выскочил как черт из табакерки в ответ на потенциальное вот это вот предложение, правильно, Димон Алкагном, он снова на арене, с утра он победил очередную Финляндию, и заявил следующее, я честно, я его опусы, я просто обожаю читать, я просто не понимаю. Единственное, что я не могу разобраться, он после третьей и начинает их писать, или все-таки после пятой рюмахи. Тут не поймешь. Но то, что не после первой и второй, это однозначно, да. Итак, Димон Алкагном, он же Димон Медведев, пишет. Макрон, Мерц, Стармер и Туз должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно? Он после пятой очень умный. Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы. Конец цитаты. Я всякое в своей жизни слышал. Но вот выражение пангендерные задницы привело меня в шок и трепет. Я не знаю, что это. Я честно говорю. Пацаны и пацанессы. Я не знаю, что такое трансгендерные... Ой, нет, не трансгендер. Пангендерные задницы. И почему так? И вы знаете, вот чем мне нравится читать иногда Димона, это тем, что он изобретает новые слова и новые понятия и новые выражения. Короче, да, чувак реально смешной. Вот. Но, тем не менее, знаете, это хорошо, что он служит шутом при Путине, это все понятно, да. Вот. Но, да, публику тоже кто-то должен смешить. Да, в настоящее время идет как раз подготовка, я так понял, к этому мирному предложению, от которого нельзя будет отказаться. Тут самое главное,
Да, кстати, этот самый ёршик Путина Песков уже заявил, что да, мы согласны на безусловное прекращение огня, но, то есть они согласны на безусловное прекращение огня, но если ты согласен на безусловное прекращение огня, то запятая и но дальше уже не ставится. Оно и на то и безусловное, да? Вот, потому что безусловие, но им же это неведомо, это же Россия, она всегда брешет. Да, так вот, но, значит, Украине не должна поступать помощь от западных стран военная. Ага, ща. Тогда останавливай все заводы, выводи северокорейские войска нахрен, запечатывай границу с Китаем и Северной Кореей, чтобы оттуда ничего не поступило. А потом мы с тобой поговорим. Об этом он говорить не хочет, да? Ну, это так, да. Просто к слову, да. С кем мы имеем дело? А на самом деле, чем их можно запугать? Их можно запугать и нужно запугать, я имею в виду расистов, очень простой вещью, очень жесткими санкциями. То есть, еще раз говорю, вот эти вот, если действительно Трамп решит так сделать, и вот то, что они там, республиканцы, очень многие об этом говорили, что влепашить 500% тарифов на любую страну, которая будет покупать российскую нефть, вот это очень быстро решить все вопросы. Потому что оставив Путина без штанов, ну, Путина можно иметь потом как хочешь. Вместе с Димоном, алкогномом. Ну, алкогном он выпадет, накатит Финляндию, выпадет в осадок и будет там дальше с Финляндией, что там уже выяснять свои отношения. А Путину, да, ему отвечать перед своими скрипозаврами и ватопитеками. Почему у них уже не то, что на бутылке не хватает уже денег, а даже на пробку, чтобы понюхать.